Приветствую всех, с вами снова Мастерская Лаптева. Не буду долго задерживать, штиль МС-170-180 не поступает масло. Все причины и замена маслонасоса. Начнем с самого простого и дальше по порядку, по мере сложности и затраты средств. Первое, в чем нужно убедиться, когда возникли проблемы с подачей масла, что вот это отверстие в шине, через которое поступает масло на цепь, не забито. Так же, как и канал в корпусе. Казалось бы, пустяк, но при интенсивной эксплуатации такое случается. Проверить, присутствует ли заглушка масляного канала со стороны выхлопной трубы. Вот она, оранжевого цвета. Дело в том, что отдельно как деталь она не поставляется и является частью всего картера. Но если ее нет, не беда, все решается с помощью обычного болта М6 и метчика соответствующего диаметра. Стандартом идет шаг 1. Аккуратно нарезаем резьбу в корпусе. Отмеряем от болта не более 5 мм, иначе перекроет масляный канал. Делаем прорезь под плоскую отвертку. И отрезаем сам болт. Устанавливать его нужно на резьбовой фиксатор или герметик, но перед этим обязательно демонтировать маслонасос и продуть канал, чтобы остатки пластика от нарезки в нем не забились. Теперь необходимо убедиться, что сапун масляного бака не забит. Расположен он под стартером. Снимаем верхнюю крышку. А затем сам стартер. Также стоит осмотреть содержимое масляного бачка. Убедиться, что фильтр в нем не забит. В случае использования просроченного цепного масла или несоблюдения условий хранения, оно начинает густеть и обретает слизистую консистенцию, забивая фильтр. И вот он, сам сапун. Аккуратно поддеваете его и вытаскиваете. Он имеет сплюснутое отверстие в нижней части, которое можно прочистить сжатым воздухом, очистителем карбюратора или ВДшкой. Но не стоит это делать острыми предметами. Легко повредить. Ну а теперь к более серьезным неисправностям. Надо проверить червяк маслонасоса. Расположен он под звездочкой и муфтой сцепления. Демонтируем этот стопор. Шайбу и звездочку с игольчатым подшипником. Выкручиваем свечу.
И с помощью веревки с узлами или специального стопора, кому интересно, ссылку артикула оставлю в описании, фиксируем поршень в верхней точке, чтобы веревка не попала в впускное или выпускное окно. И обычным свечным ключом для пил откручиваем муфту по часовой стрелке. Она имеет обратную резьбу. Здесь идет такая пластина, которая устанавливается надписью ТОП на муфту сцепления. То есть вот сюда. И вот он сам червяк маслонасоса. В звездочке есть прорезь, и за счет этого привода она вращает пластиковый червяк. А тот в свою очередь вращает шестерню маслонасоса. Он установлен в этой части корпуса. Червяк изготовлен из пластика, и довольно часто эти шлицы слизывает, и он уже никак не воздействует на насос. Также со временем от постоянного зацепа со звездочкой стирает металлический привод, как это начало происходить здесь. Его длина должна быть немного выше и выходить за этот изгиб на 1-2 мм. В случае, если этот зацеп ниже, значит его сточило и звездочка уже не будет вращать червяк. Еще привод может провернуть. Он должен быть плотно зафиксирован и по часовой стрелке проворачиваться с небольшим усилием, но не свободно вращаться на пластиковой части. Если звездочка начала оплавлять корпус пилы, как здесь, надо убедиться, что она не задела масляный канал. В таком случае по кругу будут сильные потеки масла. Конечно, всегда лучше заменить полностью картер пилы, но он стоит недешево. Исправить это можно с помощью наплавления пластика. Необходимо обезжирить корпус, определить, где именно появилось отверстие, и аккуратно обычным паяльником, нагревая и саму корпусную часть, наплавить пластик. Я пользуюсь вот такими кусочками водопроводной трубы. Теперь нужно добраться до маслонасоса. Он демонтируется через нижнюю часть картера под этой ручкой. От нее на карбюратор приходит тяга управления дроссельной заслонкой. Можно открутить эту крышку на ручке и скинуть тягу, но всегда лучше демонтировать сам карбюратор. Дело в том, что когда появляется проблема с подачей масла на шину и пила эксплуатируется в таком режиме, возникает чрезмерная нагрузка на цилиндропоршневую группу. Она перегревается, в результате чего могут образоваться задиры. Уводим переключатель в рабочее положение, нажимаем на курок газа и фиксируем пальцем дроссельную заслонку. После чего отпускаем курок и тяга выйдет из карбюратора. Переключатель нужно поддеть чем-нибудь вверх, освободив его из крючка в корпусе. Затем вытянуть в левую сторону. Перед этим обязательно слейте бензин и не закручивайте крышку до конца, иначе остатки бензина польются через шланг. Демонтаж карбюратора не займет много времени, зато можно убедиться, что с поршнем все в порядке. Также нужно осмотреть его со стороны выхлопной трубы. Теперь необходимо отделить ручку от картера. Она установлена на этих трех виброопорах, которые фиксируются пластиковыми заглушками. Их легко поддеть плоской отверткой и вытянуть на себя. Сами виброопоры нужно протолкнуть в обратную сторону. В
случае, когда масло из канала выходит с пузырями, дело в этом шланге. Со временем он твердеет и перестает плотно прилегать к корпусу, из-за чего происходит подсос воздуха. Для замены его нужно демонтировать из корпуса, снять стартер и просто вытянуть бачок на себя. В маслонасосе есть резьба под болт М5. Вкручиваем его и без лишних усилий плоскогубцами, оперев в этот борт, вытягиваем вверх. На насосе есть выходное отверстие, а с обратной стороны проходит масляный канал. И на корпусе пилы есть такая подсказка, в какую сторону он должен быть установлен. То есть в направлении карбюратора. Также с помощью болта забиваем его аккуратно до упора. Только не используйте большой молоток, иначе упор можно не почувствовать. От этого борта до маслонасоса должно быть 8 мм. Когда будете устанавливать ручку на место, придавливайте картер пилы и цилиндр в ее сторону.
Если видео вам понравилось, не забывайте оставлять комментарии, делиться им с друзьями и, конечно же, подписываться на канал.